Привет, друзья! Привет! Впереди много праздников, Рождество, Новый год, и мы начинаем наш предпраздничный марафон. И начинаем мы его с очень оригинального и вкусного десерта, который называется штоллен. Это традиционная немецкая рождественская выпечка, и для ее приготовления необходимо большое количество сухофруктов, цукатов, пряностей. А еще много времени, потому что готовится она достаточно долго, но сам процесс приготовления, в общем-то, простой. Рецептов приготовления штоллена множество, но мы используем тот, которым нами поделилась моя сестра. Она каждый год готовит штоллен, и вкус его изумительный. И мы сегодня его вам покажем. Поехали! Начнем с подготовки сухофруктов. Мы взяли 100 грамм изюма, по 50 грамм кураги и чернослива, 100 грамм сушеной клюквы и 100 грамм цукатов из апельсиновых корок, которые мы сами сделали. Сначала изюм и клюкву промываем под холодной водой. Потом промытые сухофрукты заливаем горячей водой и оставляем минут на 7-10, чтобы они слегка размягчились. Курагу, чернослив и цукаты нарезаем на мелкие кубики размером с изюм. Откидываем на сито изюм с клюквой и даем воде полностью стечь. Все сухофрукты собираем в одну емкость. Еще нам понадобится один апельсин, немного его цедры и его сок. Мелко нарежем цедру и отправим к сухофруктам. Из апельсина выжимаем сок. И заливаем им сухофрукты. Туда же добавляем 100 мл рома. Но, впрочем, если у вас нет рома, можно воспользоваться коньяком или другим ароматным алкоголем. Затем все перемешиваем и оставляем так настаиваться их как минимум на ночь, а лучше на сутки или двое. Периодически надо вытаскивать эту емкость и вот так встряхивать. Приготовление теста начинаем с опары. В чашу наливаем 180 мл теплого молока, добавляем 15 грамм сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахарного песка. Все перемешаем, чтобы дрожжи начали растворяться. И добавим 150 грамм муки. Перемешаем, чтобы у нас вся мука смешалась с молоком и дрожжами и получилась такая масса консистенции сметаны. Накроем чашу полотенцем, уберем в теплое место и дадим постоять минут 20. Вот как у нас подошла опара. Дрожжи хорошо поработали. Обминаем ее. Досыпаем оставшийся сахар. Добавляем миндальную муку, специи. Мы взяли корицу, молотый имбирь, кардамон, мускатный орех и щепотку соли. И все перемешиваем. Добавляем 3 желтка. Можно, впрочем, добавить и 1 крупное яйцо. Еще раз все перемешаем. И начинаем по частям добавлять просеянную муку. Сначала мешаем ложкой, потом руками. Соберем все тесто в один комок и дальше будем замешивать на столе. Припыляем доску мукой достаточно большим количеством. Растягиваем наше тесто в лепешку
И постепенно вмешиваем сливочное масло размягченное. Вот такими вот движениями. Все 250 грамм масла мы вмешали в тесто. Теперь доведем его до кондиции. Масло полностью соединилось с тестом. Тесто уже практически не липнет к рукам. Оно очень эластичное, очень мягкое. Вот смотрите, друзья, какой у нас замечательный колобок получился. Перекладываем тесто в чашу. Накрываем полотенцем и оставляем минут на 40-50 в теплом месте. Посмотрите, как хорошо поднялось наше тесто. Мы его слегка еще помесим, осадим и дадим время, чтобы оно поднялось второй раз. Теперь самое время вернуться к начинке. Сухофрукты и цукаты настаивались больше суток. Они почти полностью впитали в себя апельсиновый сок и ром. Откидываем их на сито, чтобы слить остатки жидкости. Вторая часть начинки – это орехи. Мы взяли грецкие орехи и фундук, но вы можете взять те, которые вам нравятся. Их надо слегка поджарить и порубить ножом. Тесто второй раз уже у нас поднялось. Перекладываем его на стол. Подпыляем стол мукой. И на тесто тоже. Выравниваем его. Добавляем вначале орехи. Распределяем, выкладываем сухофрукты, немножко припылим мукой и начинаем замешивать орехи и сухофрукты в тесто. Не забываем добавлять муки. Вначале может показаться, что очень много начинки. Но это не так. В штолине, чем больше орехов и сухофруктов, тем он вкуснее. Вот такой вот замечательный колобок весом в 2 кило у нас получился. Делим его примерно на 3 равные части. Разделили на 3 части примерно по 650 грамм. Посмотрите, какое чудесное тесто. Оно не липнет к рукам. Эластичное, красивое. Пришло время формировать штолины. Подпыляем стол мукой. Выкладываем один колобок и начинаем его разминать, превращая в прямоугольник. Визуально делим этот прямоугольник вот так вдоль на 3 части и одну часть вот так вот заминаем, чтобы таким образом перевернуть и создать вот здесь вот такую выемку. Если есть торчащие куски изюма, чтобы он не подгорал, убираем их вовнутрь. И кладем первый штолен на противень. Точно так же готовим второй и третий штолен. Накрываем штолины бумагой для выпечки, полотенчиком и даем им постоять еще минут 15-20. Штолины наши отдохнули.
Убираем в духовку разогретую до 180 градусов примерно на час до появления румяной корочки. Ах, какие красивые румяные штолины у нас получились. Дадим штолинам остыть и смажем их с обеих сторон топленым маслом. Впрочем, если у вас нет топленого масла, можете использовать обычное сливочное, предварительно его растопив. Будьте осторожны, штолины в теплом виде очень хрупкие. Теперь обильно присыпем их сахарной пудрой. Пудру не жалейте, благодаря маслу она полностью питается. А сейчас наши штолины надо запеленать в бумагу для выпечки и фольгу. Чтобы нижняя часть штолина тоже была покрыта сахарной пудрой, присыпем пудрой бумагу, на которой мы кладем штолин. Все, штолины мы запаковали и уберем их в прохладное место. По традиции их выдерживают 2-3 недели, чтобы они созрели и стали вкуснее. Но столько ждать мы не стали, и один штолен распаковали уже на следующий день. Как видите, сахарная пудра впиталась, так что перед подачей его снова надо обильно обсыпать пудрой. Разрежем и посмотрим, какой он получился. Посмотрите, какой он красивый, пористый, насыщенный сухофруктами и орехами. Мы попробуем неправильный штолен, который пролежал всего 1 день, а должен был томиться 2-3 недели. Но оценим его вкус. Угости-ка меня кусочком. Разрешаешь? Ну-ка, вот тебе кусочек. Какой ароматный. Я не знаю, что будет со штолином, который пролежит еще 2 недели. Но уже этот не поддается описанию. Ну как тебе? Сочетание невероятное. Сухофруктов, орехов, пряностей, корицы, мускатного ореха. И все настолько сбалансировано, что это просто невероятный взрыв вкусов. Так что наберитесь терпения, приготовьте сегодня же штолен, и на Рождество у вас будет замечательный десерт. Вот, который мы уже отложили на Рождество и Новый год. Так что мы себя штолинами обеспечили полностью. Чего и вам желаем, дорогие друзья. А пока вы не побежали готовить рождественские штолины, подпишитесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых потрясающей выпечкой с многовековой традицией. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!